Приветствую на канале Хомстройка. У многих, думаю, встречались ситуации, когда запланируешь какую-либо работу, а в самый ответственный момент тебя подводит инструмент. У меня так было на примере бетономешалки. Когда прошлый раз работал с ней, показалось, что у нее снизилась мощность. Бетономешалке как будто стало тяжело мешать раствор. Но я подумал, что старая, много нагрузил бетона и щебня, и так далее. Да и вообще не придал особого значения. Но когда для работы бетономешалку я взял в следующий раз, она сказала «хватит». Пришлось, в прямом смысле слова, буквально помогать руками бетономешалке замешивать бетон. Это, пожалуй, самая распространенная поломка у бетономешалки. Симптомы у нее такие: когда нажимаешь на кнопку «Старт», двигатель не стартует, при этом издавая гудение. Если помочь руками, бетономешалка начинает вращаться. Но этот метод подойдет, если она пустая. Такое не прокатит, когда внутри находится тяжелый бетон. А под нагрузкой бетономешалка вовсе остановится. И даже пустую легко остановить. Ремонт несложный и банальный. Вскрываем отделение с двигателем. Первым делом внутри находим пусковой конденсатор и смотрим на его параметры. Его емкость составляет 12 микрофарад на напряжение 450 вольт переменного тока. У меня завалялся пусковой конденсатор от старого двигателя. Его емкость составляет 12,5 микрофарад, также на напряжение 450 вольт переменного тока. Параметры почти идентичны и сильно не отличаются, можно использовать. Новый конденсатор без крепления гайкой, а с двумя контактами, которым я предварительно припаял провода и обмотал синей изолентой. И да, цвет изоленты синий. На тот момент не было термоусадки. Подключаю новый конденсатор, полярность подключения конденсатора не имеет значения. Проверяю. Запускается без проблем. Значит, проблема решена. Креплю стяжками конденсатор к корпусу, чтобы не болтался и не попал в двигатель при работе. Собираю обратно. Еще раз тестируем. Стартует прекрасно, и теперь при работе даже не остановишь руками. На этом все. Надежных вам инструментов и до встречи на YouTube.